Прекрасное утро на реке Кура или Кура. Не знаю, как правильно, к сожалению. Река примечательна тем, что течет она из Турции. Здесь до Турции всего 6 километров. Потом река протекает через Боржоми, через Тбилиси. То есть течет вообще почти по всей Грузии. Втекает в Азербайджан. Далее попадает в Каспийское море. То есть такая прям река здоровая, могучая. Сегодня у нас теплее. По-моему, вчера мы ночевали на высоте 2000 метров. Было прохладненько. Сейчас спустились на 1200. Вот с этого вот плато. С этого плато спустились вниз. Здесь высота 1200, гораздо теплее. Конденсат все равно в машине есть. Видимо, с этим ничего не поделать. Место очень красивое. Мы проснулись. Мафей уже играет. Сейчас будем завтракать и пойдем в пещерный город. Мои тут колдуют. Я из окна снимаю. Вот. Есть хотят. Мох, ты где? Не знаешь где? И как тебе, не знаю, где живется? Ну вот мы поднимаемся потихонечку по дорожке к этому пещерному городу. Красиво, конечно. Пещерный город. Вардия. Вот такие арки здесь вышибали, вот, выгрызали для воды. И, короче, кому нужны мои комментарии? Всем нужны твои комментарии. Всем. А вот с того серпантина мы вчера спустились. Высота до низа ущелья. От верха 600 метров. Здесь пещера. Тебе нравится? Очень. Вот такие вот. Здесь свечи стояли. Это многоэтажка такая, свечка на прошлый манер. Ты в каком подъезде живешь? Я, 3-я тропа, слева, 7-я пещера, справа от костра. Вот по местной легенде это комната местной царицы Тамары. Нора представляет в этом спектакле Тамару. Вон там идут мои. Сейчас я их дождусь. И мы будем пить чай. Вот в такой пещере самим чай. Вот его с термоса. Хочу вот поделиться своими соображениями. Там было заявлено, что этой штуковине где-то около 1000 лет. Ребят, ну это замок вообще на песке. Он размывается водой. По мне так этому строению лет 300.
Я, конечно, не археолог, да и не верю я им особо. Но это вот мое мнение. Это вход, то есть мы спускаемся. Куда? Ну, вниз, в долину. Тоннель прорубленный. Чувствую, мне нужен факел. Тимофею очень понравилось пить из фонтанчика. Всем пока-пока. Ну а на этом посещение пещеры мы заканчиваем и двигаемся дальше. Не будить, камни падают. Не будем. Ой-ой-ой, красиво. Ну, естественно, далеко отъехать мы не можем, потому что красоты умопомрачительные. Останавливаемся на осмотр. Оказалось, что на вершине горы напротив стоит древняя крепость. Туда мы, конечно же, и поехали наугад. Решили мы все-таки попробовать проехать к тому к той разрушенной крепости. Сейчас переедем речку, дальше пойдет, видимо, грунтовка. Попробуем. Горными серпантинами продвигаемся к крепости. Ну вот, с Тимохой мы забрались на первую башню. Вот этот серпантин. В принципе, люди ездят. Машина. Вот останки первой башни. Но места очень красивые, даже если бы здесь просто башен не было, никаких этих сторожевых, здесь очень красиво. Вот отсюда очень хорошо видно. Вот это вот. Сейчас, если сможем дойти, дойдем. К сожалению, дальше пройти мы не смогли. Тропа крутая и сыпучая, и Тимофею было идти очень сложно. Нужно говорить. Далее наш путь лежит в Ахалцихе, осматривать крепость Рабат. Приехали мы в Ахалцихе на крепость. Вот такая крепость. Вот мы тут припарковались. А вот наш отель. Очень удобно. Очень удобно. Вот мы проснулись сегодня в Ахалцихе. Очень приятное место, курортное. Мы остановились в отеле прямо рядом с крепостью, в которую все едут как
раз таки объект для просмотра туристического. И сейчас мы решили с утра прогуляться. Ребенок всегда требует хачапури на прием пищи на каждый день. Мило, приятно гулять. А я сейчас покажу улицу, как она выглядит. Очень сделано все стилизованно. Хозяин отеля рассказал мне, что этот стиль придали городку 5 лет назад вместе с отстраиванием крепости ее, реструктуризацией. Вот. Совсем старые дома снесли, а те, которые подлежали реставрации, они вот отреставрировали в таком едином стиле. Сейчас я все это покажу. Красиво. Дорога, которая ведет к крепости, она полностью усыпана отелями, кафе, ресторанами. Ну, а мы идем осматривать крепость. Внутри крепости такие мини-сады рядом с входом. Красиво, но это присутствие современного кирпича, бетона, металла немножко развеивает настроение древности. В основном ощущение нового дорогого ресторана, например. Настоящий кусочек старинной крепости. Какой у нас сын крутой вообще. Близость границы нас соблазнила, и мы решили рвануть в Турцию. Здесь 20 километров. Короче, двинули туда. На пограничном переходе в Вале не было никого абсолютно, но пришлось повозиться со страховкой на автомобиль. Ха-ха-ха, Короче, мы в Турции заплатили кучу денег за страховку, и теперь, пока страховка в декабре не кончится, мы будем колесить по Турции. А сколько страховка-то обошлась? $55. Всем привет! Мы где-то в Турции, примерно километрах 100 от границы. Становимся на ночевку, темнеет. Относительно тепло, но высота 2000, в районе 2000, поэтому я думаю, что ночью будет холодно. Такая голая степь вокруг, холмистая. Отъехали 100 метров от трассы. Будем ночевать просто так.